Влажные леса Южной Америки скрывают множество опасных охотников, от которых нет спасения на земле, деревьях и даже в воде. Выжить здесь непросто, но когда в запасе идеальная маскировка, развитые органы чувств и молниеносные рефлексы, любую ситуацию можно склонить в свою пользу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Оцелот. Своим внешним видом оцелот напоминает уменьшенную копию близкого родственника ягуара. При длине тела до 1 метра средняя масса взрослых особей превышает 10 килограмм. Как и большинство кошачьих, оцелоты ведут уединенный образ жизни и встречаются не только в Южной, но и в Центральной и даже в Северной Америке. Днем они отсыпаются в укромных местах, а с наступлением сумерек отправляются на охоту. В этом деле им помогают необычайно большие глаза, развитый слух, но главное – превосходное обоняние, способное уловить среди тысячи запахов наиболее подходящей потенциальной добычи, среди которой в основном мелкие млекопитающие и птицы. Влажные леса Южной Америки стали домом для множества видов земноводных и рептилий, которые не могли остаться без внимания местных кошачьих. Игуаны – типичные обитатели густых зарослей. В экстренных ситуациях они могут оказаться довольно прыткими, но в скорости у них нет шансов против ловкого и быстрого кота, поэтому лучшим вариантом избежать нападения становится полная неподвижность. На фоне деревьев рептилию не просто заметить, но превосходно развитые органы чувств позволяют без труда разоблачить искусную маскировку. Осторожная, но стремительная атака и острые зубы без проблем пробивают чешуйчатую защиту ящерицы, которая надежно фиксируется и относится в безопасное место. Заболоченные долины континента – родина тяжелейшей и одной из крупнейших змей планеты. Это анаконда – не ядовитая, но чрезвычайно опасная рептилия, которая, несмотря на исполинские размеры, может оказаться очень проворной, а в сочетании с полуводным образом жизни этого достаточно, чтобы застать врасплох потенциальную добычу. Тем не менее, чтобы стать ужасом болот, анаконде предстоит преодолеть долгий путь взросления, ведь мать не заботится о своем потомстве. И хотя молодые змеи имеют внушительные размеры, они могут заинтересовать подводных жителей. Пираньи не прочь перекусить беззащитной рептилией, и чтобы выжить, она пытается прорваться на мелководье, где ее уже караулит бдительный оцелот, который не боится замочить шкуру, чтобы полакомиться змеей. Другое дело, когда на пути встает куда более опасный соперник. Этот удав неспроста получил свое название, поэтому даже любопытство может иметь серьезные последствия. К счастью, реакция кота молниеносна, и в будущем молодой охотник вряд ли захочет приближаться к подобным созданиям. Куда больший интерес представляет броненосец, однако его непробиваемый панцирь способен быстро отвадить самого острозубого соперника. Зато молодой кот может попробовать себя в рыбалке. Врожденная ловкость позволяет без особых усилий поймать трофей на мелководье. Удержать скользкую рыбу непросто, но голод вынуждает посильнее сжать челюсти и доставить добычу на берег. Оцелот может считаться одним из лучших древолазов среди кошачьих, уступая в мастерстве разве что обитающему по соседству моргаю. При должной ловкости оцелот может охотиться на приматов, облюбовавших верхушки деревьев. Однако, невзирая на чудеса скрытности, обезьяны слишком бдительны, и в случае малейшей опасности они поднимают тревогу и спешно перебираются на соседние вершины. Поэтому достать их чрезвычайно сложно даже для такого умелого хищника. Аккуратнее стоит быть и птицам. На вершинах деревьев им нечего бояться, но отдельные виды попугаев спускаются на берега водоемов, где их внимание привлекает глина. Этот ритуал кажется особенно странным, но потребляя глину, эти пернатые нейтрализуют действие токсинов, содержащихся в неспелых плодах. Конечно, хищник не может упустить такую возможность,
И особенный интерес представляет ара – крупнейшая попугай в мире с массой около 1 килограмма. Своими мощными клювами они с легкостью отламывают куски породы, чувствуя себя в безопасности на крутых склонах. Конечно, при сигнале тревоги все пернатые взмывают в воздух, однако секундного замешательства порой хватает, чтобы ухватить тяжелого летуна. Прикладывая немалые усилия, кот быстро уносит свой трофей подальше от чужих глаз. У взрослого оцелота не самые скромные размеры, однако в местных лесах обитают куда более опасные создания, среди которых почетное место занимает ягуар. На стороне этого кота не только размеры и маскировка, но и сильные ноги, позволяющие высоко прыгать и молниеносно настигать цель. К тому же ягуар не боится воды, а его челюсти настолько мощны, что даже крокодилы могут угодить на обеденный стол. Поэтому оцелот всеми силами старается избегать встреч со столь смертоносным охотником. К счастью, эти коты занимают разные ниши в экосистеме и, несмотря на соседство, не являются прямыми конкурентами. То же самое можно сказать и про пуму, но в целом бдительность и скрытность позволяют оцелоту оставаться незаметным и неинтересным для крупных хищников. В северной части ареал оцелота пересекается с владениями рыси, и хотя размеры кошек примерно равны, рысь отличается куда более свирепым нравом. Она не терпит конкурентов на своей земле, в то время как оцелот, хотя и имеет четко обозначенный участок, обладает более спокойным и скромным характером. Чтобы вырастить детенышей, оцелоты находят самые укромные места, и это становится настоящим испытанием для кошки, которой приходится не только усиленно охотиться, но и следить за малышами, ведь опасность для них может исходить буквально отовсюду. Котята остаются с матерью вплоть до 2 лет, после чего каждый из них отправляется на поиски собственных владений. На всей территории оцелотам угрожает потеря среды обитания. Кроме того, их великолепная шкура с давних пор была объектом внимания охотников. Сегодня охота на кота в большинстве стран запрещена, а численность взрослых особей достигает 40 тысяч особей. К тому же оцелоты легко приручаются, поэтому исчезновение им не грозит. Однако с учетом широкого ареала обитания, эту цифру вряд ли можно считать выдающейся. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!